Всем привет! Сейчас расскажу вам о стуке в автомобиле DAF. Вот этот цилиндрблок. Многие думают, что это он стучит, но на самом деле все намного проще. А стучит у нас подъемник кабины. Вот он здесь стоит. Сейчас я его снял, выяснил это, покажу. И покажу, как будем это все устранять. Так, у нас здесь вот в этом месте. Здесь, возможно, тоже чуть-чуть поднабило. Вот такие колечки здесь стоят. 4 штучки. С этой стороны, с той стороны. Сейчас заказал уже новые, придут. Ну а стучит у нас вот в этом месте. Пока замочил все это дело. И вот можно видеть. Стуки очень серьезные получаются. Вот оно видно, разбито. И удар получается очень жесткий. Здесь у нас идет под шестигранник. Никаких стопоров, ничего нет. Просто выбиваем его. Я уже его обстучал. И вытаскиваем. Просто берем и сюда выстукиваем. Тяжело он будет идти. Я уже его просто пробил. Так, возьмем, чтобы не повредить себе пальцы. Вот так вот. Вытаскиваем. Вот видно здесь такие резиночки, они тоже, видимо, подносились. И небольшая выработка на пальце. Хотя она должна играть, конечно, на резинках. Предусмотрена она, чтобы играла на резинках. Вот видно, допустим, с этой стороны встала на резинку и с этой, и на резинке смягчается как бы. Но мы сюда сделаем втулочку, чтобы у нас было люфта, чтобы не было. Вот это без выработки резиночка. Возможно, оно так и рассчитано, что она сидит на резиночке. Но, наверное, лучше сделать втулочку, я думаю. Вот. А втулочку сделаешь, там потом закиснет, возможно, да? Ладно, придут новые резиночки. Мы это все поставим и проверим стук. Чтобы уже знать наверняка. В общем, немного посоветовавшись, пришли к мнению, что сюда нельзя железную втулку ставить, потому что это все сделано по заводскому изначально для того, чтобы на резинке играла. На резинке играла. Ну, две поставим, будет видно прям. Если мы поставим железную втулку сюда, то у нас просто будет об металл пробивать. Будет пробивать это все на ударах, так же как и с разбитой резинкой. И удары у нас никуда не уберутся. Для этого ставим новые резинки, не заморачиваемся. Можно какую-то тонкую резину сюда для себя поставить вокруг. И всего лишь. Ставим новые резинки и забываем обо всем. Так, вот они резиночки. 173, 92, 22. Артикул. Цена 12 тысяч. Сюда ставим. Таким образом. И забиваем. Как бы так плотно будет все это дело. Такс.
головку вариками. Так, это вот это? Да, вот который электронный. Варик, вот он не видно, потом его давно не видел. Что, колоть, да, Калик? А? Колотит? Да. На точку, да? Ну. Да я, блядь, в эту. Вот так вот. 100 грамм смотрю, не щепки колоть, ебашит. Как не шибко? Ебашит. Шибко. Попал, Эх, закусила. Закусила. Выби нахуй опять. Да, да, выбить надо. Вытащить. Вот одну резиночку уже закусила. Чтобы этого не было, нужно смазать эти колечки. И вставлять уже со смазкой. И здесь смазываем. И также сначала загоняем, а потом уже забиваем. Вставляем аккуратно, чтобы ничего не закусило. Должна пройти, чтобы не закусило. Как-то вроде ровно. И теперь забиваем уже дальше. Подточил? Не подточил. Помазал? Оказывается, надо выравнивать, а потом уже забивать шпалин. Видишь, она сама идет тогда. И то там чуть-чуть подкусывает. Ножичком надо подправить, чтобы закусила. А внутри. Так, крутим, подбиваем. Вроде прошло. Прошло? Вот кусочек срезал, вот такой маленький. Ну это ерунда. Я кину. Все? Ну, не вылезть? Не, он не Или фиксируется. тут еще? Никак не фиксируется. Не фиксируется? Не, только так. А он не вылезет там никуда, там уже он заходит, такой швеллер. Он никуда не вылезет даже. Вот и все, вставил. Здесь один болтик, две трубочки, большая, маленькая, подача, обратка. И здесь вставил, приподнял кабину, чтобы легко закрутить. И все, будем испытывать. Надеюсь, все будет хорошо.